Мы поговорим сегодня про бабки, Мгм. тёлок и алкоголь. Либо же жопа, бросила универ, через полгода как туда пришла. Ну, в Европе просто нету. А чё вы к ним не присобачитесь, когда бабки? А наша касса не закрывается. И минусы, конечно. Казахстан. Я хочу в Питер. Но вам понравилось не только, как я фоткаю. Ваша жена была в клубе вчера. Не говори. У нас все идеально, все хорошо. Никто не обижайтесь. Забаним, да. Поэтому Да. ты никогда не предугадаешь, как это все пойдет. В чём сила, брат? Он должен выпить там, 6 Ну, конечно. шотов текилы, да. Мы уже легенды. Спасибо всем за ваши донаты. Мы здесь сегодня собрались для моего открытия канала. Вот, надеюсь, что вам всем это все понравится, и вы будете скидывать мне еще деньги. Ладно, я шучу. Короче, привет, Привет. Даурен. Вот. Маша. Мы сегодня поговорим насчет тусовок вообще, как вы создали Борис. Вот, к сожалению, второго соорганизатора нет, но я думаю, что ты очень Надеюсь, хорошее приедет в лицо. скором времени. Да, Вот. вот. Мы поговорим сегодня про бабки, Мгм. тёлок и алкоголь. Ну, что людям интересно самое. Чё вчера вообще произошло на тусовке? Была очень хорошая вечеринка, как по мне. Ну, естественно, были какие-то моменты. Вот. Скажи, очень удачно, на самом деле. Я вообще не ожидала, что придет столько Я много тоже, кстати, людей. не ожидал, потому что мы делали неделю назад. Да. Обычно нужны какие-то промежутки между вечеринками, там, условно, 2 недели. Вот. Но из-за погодных условий у нас немного Мгм. сбился график, и Мгм. вот вследствие этого решили Ну сделать 2 да. недели подряд вечеринки. Ну и Ну, вообще, прошло все успешно. Если, вообще, если, конечно, не брать некоторые моменты, но я думаю, любые, я думаю, что на никто любых их не вечеринках они заметил. присутствуют в любом случае. Поэтому здесь без этого никак. Ну, мы сегодня поговорим про факапы Про вообще-то. факапы? Нет, у нас нет никаких факапов. У нас все идеально, все хорошо. Вот. Все происходит замечательно. В общем, расскажи мне про начало вообще, что у вас, как вообще это стрельнуло в голову, потому что в Праге много тусовок, типа, Мгм. ну, немного, но были уже русскоговорящие, и потом появляется Борис. Это совершенно новая аудитория. Это сначала была аудитория только исключительно Казахстана, насколько я понимаю, и как бы вот эта вот вся вот эта вот тема, а потом уже больше начали подключаться русские, украинцы, типа, и вот эти вот все, если я правильно поняла. Ну да, смотри, если брать прям самое начало заложения организации Борис, то мы начинали не с тусовок, мы начинали с футбольных турниров. Может, ты помнишь, может, нет? Я вообще не... Вот, это Расскажи, было пожалуйста, что это осенью вообще еще такое. 21 года. Так. Вот, мы с Бао там сидели. Ну, мы любили играть в футбол, все, что связано с футболом. Мы решили просто организовать футбол. Мгм. Не было там никакой коммерческой цели, еще чего-то. Просто мы хотели сделать это. То есть вы в общаге собирали людей, как бы Нет, не в устраивали общаге, просто турниры? мы решили открыть организацию, сделать турнир по футболу. И Ага, вот. Первый мы сделали турнир где-то, это был октябрь 21 года, если не ошибаюсь. ага. Вот. Но у нас никогда даже не было в планах делать тусовки или еще что-то, потому что я сам, ну, как бы странно ни звучало, человек, который не особо любит вечеринки и все это. Ну, Вообще? раньше не любил, по крайней мере, до появления Бориса. Вот. Но ты И никуда не ходишь, типа, особо, кроме я Бориса? особо никуда не хожу, но я и до этого особо не ходил тоже. Мгм, Если вот брать первые мои 3 года до появления Бориса, я в клубе, ну, был раза 3-4, и то мгм. не по своему желанию, там, меня зазывали. Вот, и то это были клаб-шоу, мини-концерты каких-то То на входе исполнителей из А. постоял Казахстана. просто. Ау? И то на входе постоял просто. Да, и то Это на у нас, входе кстати, за просто стоял. кадром Никита, Режиссер. тоже человек, Тоже человек, причастен, тоже мужчина. причастен к подкасту, причастен к Борису, да. Очень хороший Будет человек. иногда за кадром говорить какие-то гадости нам, надеюсь. Ну, А главное, может, чтобы без что-то кринжа доброе. было. Да. Вот. Надеемся. Привет, Никита. И вот, и у нас никогда не было идеи как-то делать вечеринки, но даже мысли не было. И все перевернулось в марте 22 года. Мгм. У нас После есть... ковида это было уже. Нет, это было... Да, Да, Это это уже это было было после после начала ковида, да, это даже... после... Это уже когда весь ковид полностью закончился. Мгм. Уже он не появлялся после этого. Ну, уже видел, что мы делаем тусы, как бы. Не захотел появляться, такой, Бля, там все. бы были бы рамсы явные Да, какие-то. да, жесткие стычки. И вот, и у нас был праздник Наурыз, этот, в Казахстане. Ага. Это что за праздник такой? Это праздник, День единства Казахстана. Угу. Ну вот, это такой очень древний праздник, прям национальный наш самый большой праздник. Угу. Вот. Но это считается как Новый год, ну, потому что в Казахстане по старым традициям
Новый год весной. И М, вот, это как бы такой Ничего себе. своеобразный Новый год. Это большой праздник для казахстанцев. И мы решили сделать футбольный турнир для казахстанцев со всей Европы. То есть приехали из Германии, Словакии, казахстанцы, А из где вы Австрии, нашли из людей? Венгрии. Получается, мы связывались с организациями в этих Мгм. странах. Вот. И написали им, что вот мы хотим сделать такой турнир. Нас все поддержали, приехали. Блин, И прикольно. чтобы им не было скучно, мы вот решили сделать вечером автопати для них. И вот, и мы назвали автопати Евро КЗ. Все подумали, что это туса как бы для казахов, ну, что это не просто автопати. И в тот день пришло очень много человек, и мы просто поняли, что это действительно весело, это круто, действительно. Когда казахи сплочаются, приходят, все играют. Еще деньги Вот. платят за это. Да, еще... Я Нет, вообще не знала. в плане Ничего денег себе. это все мирское, понимаешь? Но я люблю деньги. Ну вот. От спорта к пьянству пришло. Счастье не в деньгах. А когда вы вы в после количестве. спорта сразу же сделали алкогольную тусу? Ну, не алкогольный туз. Не, он очень громко звучит, алкогольный тусу, потому что каждый приходит. Кто-то может пить, кто-то может не пить. Это кто это там не пьет? Не, ну есть по-любому люди, кто не пьет. К миру. Я, Никита? например. Да. Абсолютно трезвый человек. Да, даже я вчера выпила. До 11 вечера. Убирайся. После 11 вечера уже. Ладно, это Мне все. очень, очень тяжело, на самом деле. Мне просто как вот фотографу я вчера заметила, мне тяжело работать, типа, без алкоголя. То есть, знаешь, вот это вот, когда ты чуть-чуть находишься на том же вайбе, на котором люди, типа, приходят. Я еще такая, типа, нормально. Вот. А я вчера, когда была на трезвике, я такая прям, а что с вами делать, типа? Ну, я как бы нормально, то есть, но это идет не то, что, типа, я там и потанцую с ними, а просто, типа, скорее, знаешь, щелчок, там, типа, этот. Вот, но это такое. Но М. алкоголь, конечно, в этой профессии, он, Ну, конечно, очень прям тесно связан. да. Не, ну мне кажется, это больше в голове сидит, знаешь, как бы у тебя по-любому внутри есть какой-то внутренний профессионализм, ну, который, несмотря на какие-то обстоятельства, там, ты пьешь алкоголь или нет, он в любом случае решает, но все равно, я думаю, под алкоголем работается Талант не легче, пропьешь. талант не пропьешь. Вот. Но мы против алкоголя, против всего, против наркотиков, ребята. Ничего не пропагандируем. употребляйте. Инстаграм запрещенная Занимайтесь сеть спортом. Да. территории РФ. Вообще иноагент сидит. Вот. Короче, у вас это все началось просто С вот... футбольных турниров, да, это просто как-то все А пошло почему вы само. поменяли тогда название, если А у мы не вас меняли был название. Мы когда... Евро-КЗ? Нет, Забыла. это было просто название этого вечера. А, Вот. Нет, был же ребрендинг. Ребрендинг? Да, Ребрендинга не было. был. Появилась организация в октябре, были первые турниры. И после первых 2 или 3 турниров появился именно Борис. Нет, Первые турниры были просто как Еврокап какой-то или КЗ-кап, если типа мотнешь даже в Инстаграме вниз. А потом Не, ну, а-ля кстати, да, я про ребрендинг это был. забыл. Никита, Не, вот поэтому прикинь, да, прикинь, я про это прям действительно забыл. Мне почему-то казалось, что мы с самого начала были Борисов типа Борисом, да. ставили. Ну вот, теперь А у давай нас расскажи нам, действительно, да, у нас пожалуйста. какое-то было другое название, я вот честно не вспомню. А я могу М. сейчас, я же могу в Давай, телефончик да, Да, залезть. ну ты давай. пока постри, пока вот Я же не Да. вгадаю. поговорим. То есть, короче, типа, вообще не задумывалась это как тусовка, а я вообще не понимаю, Мгм. если ты такой не тусовочный человек. Баут Мгм. тоже не тусовочный? Баут нет, он тусовочный человек. Он абсолютно другой, не, мы полностью, ну А мы вы как-то этот? как инь-янь, знаешь, Вы противоположность. Да, притянулись притянули друг друг к другу. другу. Скажи мне, пожалуйста, ну вот, а ты вообще не боялся идти вот в это как бы мероприятие, типа Мгм. вписываться именно в тусовку, когда ты особо в этом никогда не находился? Ну, можно сказать все эти банальные слова, что вот я люблю открывать новое, там, все преграды и так далее. Просто были внутри какие-то моменты, из-за которых, ну, мне это нужно было сделать. Мне нужно было какой-то этап внутри себя перейти. И я понимал, что да, будет сложно, да, будет очень много То есть ты проблем и пошел на все. риск прям Я для пошел на себя? риск, потому что я в жизни до этого очень мало рисковал. И я понимал, М, что когда-то это нужно будет сделать. И вот. Блин, кайф. Вот, это, кстати, мысль Да, вообще мысли, подкастов. да, мысли там для людей, потому что Да. если вы чего-то хотите сделать, то нужно это делать обязательно. Блин, это Вот. на самом деле очень важная мысль такая, которая прям, да. Я считаю, что действительно всегда риск оправдан. Вот, типа, ты когда чувствуешь о том, что ты вот понимаешь, что, ну, типа, либо же жопа, либо же будет прям Вершина. прикольно, Да. да, что ты прям поднимешься, то вот в этом случае у меня просто так же случилось. Немножечко отвлекусь от истории Мгм. Бориса. Я бросила универ, через полгода как туда пришла. Серьезно. Да.
Мои родители, типа, заплатили. Ну, я как бы уговорила, в частник пошла, я попросила. Ну, я закончила колледж, пошла в универ. Я понимаю, что я пошла на маркетинг и менеджмент, а я понимаю, что я выстраивала свою карьеру уже 2 года перед этим, как фотограф. И все тому, чему меня учат, кроме математики, я знаю. Математика, ну, не дано. Любой женщине, мне кажется, почти не дано, но некоторым дано. Но вот мне не дано. И вопрос просто в том, что Для разнообразия. Прям на интро можно вставить. Иногда настроение в голову приходит. И, короче, да, я ушла из уника через полгода. Но это, ну, типа, это нехорошо, если у вас нет образования. Никому не Типа, советуем да, уходить из если универа. есть образование, то задумайтесь. То есть я в универ шла чисто для себя, потому что у меня был диплом уже на руках. Мгм. Я пошла получить знания личные. Я увидела, что там нет знаний. Да, типа, потеряла деньги, но 20 не так уж и много, если бы я потеряла за 4 года или за 3 и ничему не научилась. Мгм. Вот, и мне родители говорят, ты, ну, типа, ты понимаешь, что это означает? Я говорю, да. А это означает то, что я отказываюсь полностью от родительской поддержки, от родительских денег, а я еще тогда на свою квартиру, типа, съезжала за 17 тысяч крон, это сколько, 650 евро, типа, в месяц. Плюс еще там работа в баре только, вот, съемки еще тогда у меня не так много стоили. Ну и все, и я понимаю, что Будет, ебаш. что будет. Типа, да, реально, вот прям вообще. И я пошла на риск, я отказалась от родительских денег, и у меня съемки пошли. Я начала этому уделять времени. Я в один момент ухожу, получается, я бросаю универ в декабре, из бара я ухожу в январе, и все. И я только живу на съемках. Нет, нет, я после того, как бросила универ, получается, я еще год проработала в баре, по-моему, да. А потом уже я еще и бар бросила через год и Мгм. перешла только на фотки. И вот тогда вот, типа, я поняла, что да, типа, нормально. И как только я бросила бар, перешла на фотки, у меня пошло все с фотками. Я купила собаку за свои же тоже. Этот Апсон или как зовут? Аспин. Аспин. Апсон. Да, можно себе картинку просто? Да. Вот, купила собаку, и собака для меня тоже, я была в депрессивном состоянии, собака для меня стала таким прям толчком, тоже жестким, еще тоже больше на тусовке, а сейчас я работаю в компании как креативный менеджер, как фотограф вот на тусовках, типа на днях рождениях, на персональных, и все. То есть риск всегда оправдан, типа какой бы он ни был. Ну, окажешься ты в жопе, кто тебя не вытащит, господи, столько людей, 8 миллиардов Да. людей в этом мире. Ну, кто-то вытащит Поэтому, тебя из этой жопы. да, поэтому... Смотри, а ты не боялась, вот ты когда все бросала абсолютно, если вдруг у тебя не пойдет, что ты будешь делать? Подождите, вы, кажется, ролями поменялись. Ну, я бы поехала в Швейцарию, наверное, к маме. Просто, да? Ну, типа, да не, но у меня были займы, типа, Мгм. денег. У меня было такое, что я прям на мели сидела. Но, как бы, понимаешь, я занимаю деньги, и через неделю я уже четко понимаю, что я отдам. Типа, я Не сделаю отдам все. их вообще. Да? Не, я четко понимаю, что нужно сделать все, из кожи вон вылезти, ну, типа, не быть в долгах. Вот для меня прям в долгах быть, это прям Ну, как мотивация тебе была, да? да, тоже с да, да, другой да, 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 стороны. да, да, да. Вот. Но я сразу же понимала, да, господи, у меня очень большой опыт работы в гастро. И я понимала, что в любом случае, из-за того, что у меня много знакомых уже здесь, если вдруг, ну, прям совсем будет какой-то, ну, вот Да. вообще прям трэш, я понимала, что я такая, ну, пойду обратно, В типа. гастро. Вот, да. И то есть я с баром в хороших отношениях осталась, когда уходила. Я могла в любой момент туда вернуться, и меня звали, и поэтому как бы вообще в этом плане да. Вот, давай вернемся к теме Бориса. Мгм. Насчет того, что как бы ты понимал то, что это будет риск для тебя, но ты начал выходить из этой зоны комфорта просто. А вот Баут, он наоборот, он загорелся. То есть ты Да, вот он поддержал этим его горел. идею или он твою? Смотри, не было такого, что кто-то кого-то идею поддержал. Это больше как обоюдное решение было. Ну, я понимал, что он этим горит. Если бы я видел, что он этим бы не горит, я думаю, мы бы этим бы не занимались. Мгм. Просто я увидел, что он этим горит, он увидел, что я тоже, да, готов идти к риску. Мы оба поняли, что если что, мы просто будем идти до конца. Мгм. И поэтому на этих, можно сказать, обоюдных усилиях мы вот решили все сделать. Вот. Мгм. И как оказалось, вообще не напрасно. Блин, Да. кайф, кайф вообще. И вот смотри, вот первые тусовки, да, начались. Да. Никита сказал о том, что у вас был как ребрендинг, Да, типа, а что ребрендинг. было до?
Просто как футбольные мужики собирались? Да, Да, просто типа футбольные мужики Еврокизет, обычные со что-то в двора этом роде собирались, было. в футбол играли. Вот. Охуенно. А потом Мячик как пришли к попинать. тому, чтобы это поменять? Чтобы А, не просто мужики футбольные собирались, а чтобы... именно как были тусы? Мгм. Ну вот как я до этого говорил, что вот все приехали на футбольный турнир, Мгм. и мы решили вечером для них сделать автопати. Мгм. И вот, и мы для них сделали автопати, увидели это, как все проходит, организация вечеринок и так далее. Мгм. И мы вот для них сделали вечеринку, и мы просто поняли, что нам это нравится. Потому что это интереснее Поняли, что намного это деньги действительно, чем приносит, делать. поэтому... Еще раз, Говорю, что? поняли, что просто деньги приносит. Нет. Как я и говорил, деньги вообще не главное в этой жизни. Ну Хорошо. да. Ну да, ну да, ну Поэтому да. мы здесь сидим. Да, поэтому мы Слушай, здесь сидим. я на самом деле с многими людьми перед этим подкастом общалась, и Мгм, всем вообще интересно, я создам тусовку. мгм. И ты такой, вот что? Какие это примерно вложения? Откуда у вас был стартовый капитал? То есть где-то типа, было как бы реклама и так далее, вы в это все вкладывались, или это просто пошла сарафанка какая-то? Как это было начиналось? Не, ну смотри, перед тем, как открыть тусовку, я просто не думаю, что вот, к примеру, сидит человек, ни с кем не общается, у него нет каких-то связей или еще что-то, и он такой, вот, я хочу сделать тусовку. Естественно, может это сделать. Но, с другой стороны, Не, ну. просто нужно понимать, какая у тебя будет аудитория целевая. Мгм, Мы когда изначально все начинали, это было как, ну, казах-пати, мгм. типа для казахов. Вот, потому что мы понимали, что есть организации, ну, для украинских, там, для российских, вот, а для наших не было. Назови. Да, и нам было очень обидно. Вот. Но я уже не помню. Да. Вот. Может, есть какие-то, может, нет, кто знает. И Не вот. следим. Сейчас одна вроде возвращается такая Не тусовочка. следим. Да, не следим. Да, не Мгм. следим. Нет. Не, Но сейчас, если кстати, брать, очень если брать расширился рынок нынешний, да, сейчас барыса. очень много стало. Вот. Ну, и кто на рынке, я только за Прожектом слежу. Ну, Вот. Они потому что там наши друзья, вот, я их знаю. Вот. почему За ними прожарка смотреть умерла в интересно. Праге? Прожарка почему умерла в Праге? Это кто? Это что? А, Ну, ну, тусовка тоже, но просто в какой-то момент мне кажется... Ну, мгм. они очень красиво делают маркетинг. Да, у них очень Вообще хороший очень маркетинг. хороший маркетинг. Вот. Вообще просто. Вот именно по маркетингу очень круто, классно, но в какой-то момент что-то пошло, как будто бы у них тоже не так. Ну, смотри, вот если брать лично мое мнение, то мне кажется, они поняли, что легче работать за Прагой, потому что в Праге у них есть большая конкуренция от других организаций. Но здесь не То есть прям они чтобы большая пересекаются. конкуренция. Но смотри, если условно ты делаешь в Устье-над-Лабем, если ты одна организация там, это в любом случае легче. Ну да. Но они же Вот. начали расширяться и в другие страны. Да, они начали расширяться в других странах, просто у них аудитория, она такая более обширная. Мгм. Вот. Там больше людей из Украины, там, из Мгм. России Мгм. и так Мгм. далее. Мгм. У нас она более такая узкая, потому что казахов не так много в Европе. Но если Ну брать по да. сравнению с украинцами или с россиянами, Мгм. вот. Поэтому у нас Блин, чуть узкая специализация. Но все равно мы тоже в скором времени будем... Ну, мы в прошлом году выходили. на другой Уже, рынок? да, уже на Мгм. другой рынок. Вот, у нас были вечеринки в Риме, в Вене было 2 раза, в Братиславе, в Мгм. Берлине. Вот. И на хорошо. Да, и очень хорошо. К примеру, в Риме мы когда делали, пришло около 350 человек. Ничего Вот. себе. А как маркетинг, не маркетинг, как вы это все сделали? Это Маркетинг, таргет? вот, ну, мы, получается, связывались с организациями, которые более-менее типа сообществ для казахов. Там в Мгм. Риме, в Милане, в Италии. То есть Вот. это ТГ-каналы Да, какие-то это обычные просто? ТГ-каналы. К тому же мне говорили, что очень много людей уже про Борис там знают. А, да? Потому что Борис — это одна из единственных организаций, которая делает вечеринки, ну, непосредственно для казахов. Он по большей части, если брать, в Мгм. Европе. Мгм. То есть наподобие таких организаций в Европе просто нету. Блин, топ Вот вообще. это тоже на интро можно вот так просто вставить. Да, Наподобие да, организации, такие нет. больше нет. Да. Но я могу с уверенностью это просто сказать, Блин, а это если... прикольно то, что вас вот так вот, ну, Да. как бы Имеется в виду, узнавали? может, есть какие-то организации, которые там делали 1-2 вечеринки. Я знаю, появилась организация в Риме, Мгм. Ла Каса дель Казако. Я... Эт Да, вот это их название. Но эта организация, она появилась вместе с нами одновременно, потому что мы когда делали в Риме вечеринку, Мгм. они нам помогали, и это была их первая вообще вечеринка. А, И вот, и мы как бы сделали так это совместно. хорошо, вы, Ну да, и получается, дали помогли, дали небольшой такой прям... толчок вперед. Блин, И классно. вследствие этого сейчас они делают там в Милане тусовки, в Риме тусовки.
Вот. А чё вы к ним не присобачитесь когда-нибудь? Присобачиться, ну, у нас в планах Ну, типа, сейчас... присоединитесь Да, у нас в там. планах сейчас сделать вечеринку в Милане. Это, скорее всего, или октябрь, или ноябрь будет. Вот. Мы сейчас А туда работаем над берут этим. Марису фото, пожалуйста? Вот. Чуть-чуть, может быть, там. У нас будет вечеринка в Братиславе 19 октября, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Не ошибаюсь. Не ошибаешься. Какого? 19 октября в Братиславе будет. Потом, Ребята. ребята, почему еще мне никто не Это сказал? анонсы! Вот, анонс был. У нас уже есть анонс. Где? У нас Инстаграм есть Борис Братислава. А почему вы это не делаете на Борис, который основной А, по репосту? Чтобы не Братислава. перемешалось. Потому что... Так это ну, типа, это все равно аудитория какая-то. Вдруг кто-то отсюда захочет поехать просто погулять в Братиславу, ну, типа, новые студенты. Ну, я не думаю, скорее всего, люди едут оттуда сюда, потому что здесь вечеринки проходят периодически. Как, к примеру, в Братиславе там... В прошлом году мы делали, если не ошибаюсь, в октябре тоже где-то ну, ближе к зиме. И люди там ждут прям вечеринки. Тут они могут пропустить, потому что они знают, что условно там через 2 недели будет опять Нажрались. вечеринка. А тут вообще каждую неделю. Да, тут вообще Началось. каждую вечеринку, каждую неделю. А чё по вложениям? По вложениям Давай обсудим все деньги. хорошо по вложениям. Каспи Давай кредит. обсудим деньги, Открой пожалуйста. свой Каспи, покажи, да? Да, Каспи покажи. Чё, кассу вы взяли свою какую-то новую купили? А кассу, да? Не, ну можно старую, потому что Бабки! она не закрывается. Наша касса не закрывается. Не, скажи мне по денежке, пожалуйста. По Чё, денежке? как вообще у вас, да, происходило по деньгам в начале? Потому что, ну, типа, понятное дело, что это приносит прибыль, потому что если бы это не приносило прибыль, вы бы Мгм. этого не делали. Ну, кто Но. знает. Да, я 100%. Вообще-то Хорошо. джентльмены не разговаривают о деньгах. Как сказал один великий Ну, так классик. я же не джентльмен, я и спрашиваю. Так вот. Ну вот смотри, если брать суммы какие-то, По да, первому времени по вложения. первому времени были очень большие вложения. И минус. И минусы, конечно. Блин, а Ну, как вы вложения в выкарабкивались минус. из этого? Выкарабкались, ну, Бог помогал. Были силы сверху. Естественно, мы когда все это начинали, еще когда не были прям такими более-менее известными, естественно, были свои моменты. Мы когда уходили в минус или еще что-то было. Но мы понимали, если мы идем по этому пути, то нужно идти просто до конца. А почему вы не остановились? Как так получилось, что вы такие, типа... Ну, мы в этом видели перспективу, ну, знаешь, минус, потому что типа, я и думаю, всё. если мы не видели в этом перспективу, то мы бы просто остановились. А тут мы прям знали, что если мы сейчас вложим, то потом мы вытащим Мгм. раз в 10 Ну, больше. потому что, знаешь, многие люди просто, ну, очень рано сдаются. Да, как очень будто бы. рано сдается. Типа, это проблема как будто бы нашего общества, вот это вот СДВГшники сейчас начались, вот эта вот вся тема. А то, что люди как будто бы, ну вот, они что-то начинают, Мгм. делают, и потом такие, да ну, и все. И как Мгм. бы, к сожалению, такое происходит. Что вам помогло остаться на плаву? Поддержка людей? Скорее всего, это, да, поддержка людей, потому что это Мгм. от них фидбэк. Мгм. Мы очень много получали положительных отзывов. Хоть их было немного, но мы просто видели, что, ну, что людям это нравится, и что в скором люди просто это поймут, что это нужно. Вот. Ну, вы же, типа, делали как бы на одну аудиторию. Вы думали, Мгм. что она будет расширяться Не, дальше? ну в любом случае у нас не было такого, чтобы вход там только по паспорту, да, Казахстана. Вот. Мы всегда, да. 18 плюс? Плюс- Не-не-не, может, не-не. 16 плюс, но Ну, с главное, что из паспортом Казахстана. Казахстана. Да. Сделайте мне паспорт Казахстана. Я хочу в Питер. Ну вот тебе может делать Никита. Да. Да все. У него очень, Все, с кем мы общаемся у человека сейчас. очень большие связи в 3 Казахстане. года замужем, и тебе дают паспорт. Только еще экзамен надо сдать. На казахский? Да. И 3 года замужем ты должна пробыть. На казахском языке Ну нужно да, экзамен? надо экзамен сейчас сдавать. Ну, тебя Никита подучит, очень хорошо знает казахский. Где-то уровень Обращайся. C2. Я вообще думала, По что цене ты русский. договоримся. если Или чё. C3, да, Ну, даже. ты вообще ты русский, как будто бы. Как будто бы. А Как ты будто бы. русский же? Не знаю, аудитория решит потом. Да. Ребята, просто кто Никита по нации? Без лица Без причём. лица просто. Я, Просто по голосу определите, кто он по нации. я казах. А такой паспорт Казахстана. Не, ну просто, чтобы ты понимала, Русский. каждый человек, который живет в Казахстане, ну, глубоко внутри себя казах. Хоть Мы он не казах. абсолютно разные вообще с россиянами. Абсолютно разные. То есть С меня... русскими. Да, с русскими, которые из России, типа, мы вообще не похожи. Я туда приезжаю, у меня, не знаю, как будто на лице написано, что я не местный.
по тембру голоса, по вообще манере разговаривать, по всему. Я в России была один раз, но я очень хочу, наверное, туда бы, ну, как бы побывать там еще и, может быть, понять, как там люди развиваются, потому что я считаю, что русскоговорящие люди СНГшные, да и в Киеве тоже, типа, я вообще думала, что до всей ситуации в мире, я думала, что я вообще перееду в Киев, типа, а потом уже в Москву дальше. Очень как будто бы талантливые люди. Вот у вас же обложки тоже, ты рассказывал то, что делают Казахстана люди, типа, Да, не люди здесь, в делают с Европе, как Казахстана. будто бы Ну, в не Европе прям просто что вот эта вся категория СММ, медиа-маркетинга, она начала развиваться достаточно очень поздно. М, Уже когда в Казахстане были очень хорошие масштабы, уже когда об этом вовсю люди говорили, в Европе еще про это не знали. Но я думаю, ты это сама понимаешь, что да, Европа в плане этого очень сильно отстает от СНГ стран, да. что там Но вы все очень работаете плохо. вот именно то, что касательно маркетинга, больше Что касательно с маркетинга, да, казахами, вот да? мы работаем с Казахстаном, потому что они в этом больше понимают, у них в этом больше опыта. Мгм, Они нас лучше понимают, можно сказать. мгм, Если мы мгм, условно бы поработали с чехами, то я не думаю, что было бы такое понимание, мгм. вот, чего мы хотим. Поэтому Сколько человек в команде нужно для того, чтобы вот... Ну, я человек, имею в виду, вот, есть ты и Баут, это как да, бы прям стартовый такой капитал. стартовый капитал Стартовый начала. капитал для Вот. Бориса. Мгм. Вот, то есть вы вдвоем сначала, а потом уже пацаны подключились к вам, ваши друзья, помогать просто вот как бы открыто, с открытой душой С со открытой всей. душой. Меня одного достаточно Искренность. в Да. команде. Да Вот. понятное дело. Еще раз. Никита заменит Люди всех. гадают, кто Люди такой же гадают, кто Никита. это Никита. Все хотят больше посмотреть на него. Ну смотри, как такого персонала, если вот так сказать, нет, потому что есть люди, с кем мы работаем постоянно, как с тобой, к примеру, да, Мгм. на очень там долгой основе и так далее, к Сколько примеру, мы, кстати, наши работаем? Мне диджеи. вчера задали этот вопрос, я не помню. Всю жизнь, Ну, кажется, Да? с рождения. я помню. Ты помнишь? А где паспорт мой Ну, казахский? да, С декабря нет, прошлого года, с декабря прошлого года. да, когда была совместная тусовка в проекте 24, кажется, декабря, с проектом была совместная тусовка. Мгм. После этой В тусовки, Блендете еще? да, в Да. Блендеде, нам очень Вот сильно тогда. понравилось, как ты фоткаешь, и с января месяца, по-моему, Маша начала работать с нами. Но вам понравилось не только, как я фоткаю, вам понравилось просто мои отношения еще хорошие, вообще-то. Ну, ты очень хороший человек, Маш. Ну, хорошо, Ну, пусть ладно. будет так. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Да. Аня, ты видел мой инстаграм? Конечно, я только так и А живу. нарциссизм развивается, да, по полной. А уже куда А у развиваться? меня есть от кого брать такое. Поэтому. От кого, интересно? Да не От важно. Аспина. От Аспина? Мгм. Однозначно. Так, Борис. Борис. В общем, стартовые люди, стартовый капитал, вложение. Первые сколько тусовок у вас было в минусах? Первая тусовка была в плюсе? Реально? Да. Ну, вы договаривались с баром на бесплатной основе? Как вообще Да. договоренность вот этой? Ну, смотри, был, получается, залог за клуб. Если Мгм. ты не делаешь бар, то залог Ага. сгорает. И это был самый первый риск. Ну, на тот момент залог были, это очень большие деньги для нас. И мы когда их вкладывались, ну, естественно, было очень много сомнений, вдруг не вернуться или еще Мгм, что-то. мгм. И вот, ну, решили пойти на риск, и все Он прошло хорошо, оправдался. да. Блин, Естественно, классно. потом были вечеринки, какие-то были спады, где мы уходили в минус. Вот. А я помню, какая-то была такая тусовка. Я не Мгм. помню, если я на ней была или была уже. Ну, что-то очень мало людей как будто бы пришло, что мы не рассчитывали. Это уже начали все то ли уезжать. Но это летний кризис. Да, это Да, летний да, кризис. летний Просто не кризис. Да, сезон. летний О, скажи кризис. Летом не сезоны. сезон. Любимые твои Да, сезоны. любимые сезоны. Ну, летом точно, ну, не сезон. Начиная с июня по середину сентября. Но Ну, это очень именно много. если в Европе делать. А если вот у себя в Казахстане начать У такую себя в тусовку делать? Казахстане, просто видишь, я не знаю, как это работает в Казахстане, потому что я там не живу, к Мгм, примеру. Но я когда был, у нас просто клубы намного лучше, чем в Чехии. мгм. Вот. Именно по атмосфере, по Блин, всему. я Поэтому видела. людям тусовки там особо не нужны. Вот. Ну, А здесь тоже. нужны тусовки, потому что здесь очень мало хороших клубов, где вот можно прийти, отдохнуть действительно. Вот, да, давай поговорим про клубы. Вот. Это вечная проблема, как я поняла, у вас вообще то, что люди пишут насчет типа поменять, не Мгм. поменять. И долго мы делали тусы в Ониксе, как он меня Любимый Оникс. уже Да, обожаем его. прям Да. вообще У я нас уж там Оникс просто прям. прописка. Да? Да, Ну да, да, мы да. с ней идем Про на визу фотки? подаваться с этой пропиской. И место жительства спрашивают, мы такие, Оникс, А, Рыбна 16.
очень как будто бы ограничен в Праге рынок вообще клубов. Мгм. Типа, некоторые закрываются, некоторые открываются, но сейчас в основном открываются бары, в которых Мгм. ты не приведешь, типа, 300 человек, 300 человек, 300, да. ну да, типа, аудитория это сколько? 300-350 Ну обычно да, в приходит. среднем, да. Кстати, ну сейчас набирают Ну, сейчас обороты. набирается, потому что сейчас М. вот начинается сезон, Мгм. и вот поэтому... Ну, самый хороший сезон — это вот с конца сентября по конец октября. Очень много людей приехало. Я Очень вчера много тоже людей слышу, там, приехало. типа, тоже мальчик из Казахстана, и он такой, типа, да я чё, я не знаю еще чё, куда, я третий день тут в Праге, объясни мне, чё там. Я такая, о, они! Ты сюда, да? Ты правильно по Да-да-да-да-да. адресу. Была девушка, короче, тоже казашка, вчера. Мы, если что, снимаем это 29 числа после Вечеринки вечеринки вчерашние. Да, Бориса в 28 Феномене. Очень сентября. легендарный, вообще классный клуб. Девочка говорит, не фоткай меня. Она говорит, а я что-то... у меня муж не знает, что это. Я такая смотрю на нее, она выглядит младше, чем я прям. Я говорю, а тебе, ну, типа, муж? Она такая, да, муж. Не знает, что ты тут? Не знает. Я говорю, а сколько тебе лет? Она такая, 21. Я такая, муж? Ну, я такая просто, что? Ну, как будто бы это чуть-чуть не по-европейски уже, я не знаю. Ну, нужно Ну, понимать. стирается Ну да, вот это все эта вот стирается. тема. Просто если ты видишь казахстанцев там, у нас все очень рано происходит. Но она Довольно была в рано. топе и в юбке. Я не знаю, как там что Но это стирается. как-то мешает замужеству. Ну, как Бедный будто бы муж. у вас Да, там бедный муж. Бедный муж. Бедный бедный муж. муж. Блин, я Может, надеюсь, расскажем, что... кто это, да, чтобы я тут не правда знаю, кто это. вскрылась? Я же ее даже не А, сфоткала. Так уже тут фотка просто была. Ладно, я Да, просто. шучу. Вот, смотрите. Ваша жена была в клубе вчера Еще и в юбке. С подружкой. с подружкой. Да, так, у нас Да. мы тут, короче, подготовились, да, немножечко к вам. Вот, борьба с хейтом от своих же у нас Да. вчера возник такой вопросик с тобой Мгм. тоже. То есть ты мне рассказывал о том, что, ну вот вообще в Казахстане типа не принято прям. Ну ты либо Ну же да, гуляешь, либо же не гуляешь. да, одно из двух. Как, Вот. как что это Просто если происходило? очень много людей, я вот примерно их знаю, кто раньше к нам ходили на тусовки, веселились и все такое, сейчас ушли от этого. Ну, естественно, это их выбор. Мгм. Как бы. Никто не осуждает, никто не критикует. Просто есть хейт, но самое главное, что это хейт мне доносится с третьих лиц. То есть, ну, никто не подходит, в лицо не говорит, вот, То так-то, есть типа, а так-то. как это люди приходят типа на Да. Борис, Ага. и они А такие, потом о, нет. все нормально, типа, Всё. тусуем, А потом они пьем. просто перестают ходить, там что-то в жизни переосмысляют или еще что у них происходит, я не знаю. Но самое, что интересное, потом хейт приходит А какой-то. смысл вообще в А я не этом? вижу в этом тоже смысла. Блин, ну хейт это тоже, это знаешь, это значит, ты на слуху. Мгм. Вот, я вообще люблю хейтеров. Я обожаю людей, которые меня обсуждают. Типа, я считаю, что это отдельный вид людей в моей ячейке какой-то жизни, которым нужно давать большой респект, потому что я понимаю, что они забирают, может быть, мою энергию, типа, добрую, но с Мгм. другой стороны, ну ты прикинь, это же нужно выделить прям силы на то, чтобы посмотреть на тебя, встретиться с кем-то, обсудить тебя, обсудить твои действия, еще с кем-то потом, еще. Ну, то есть хейт это вообще распространение информации о тебе. Я считаю, что это как сарафанка, только еще Не, ну я тоже, как я будто к бы. хейту очень хорошо отношусь, потому что если о тебе говорят, то это очень хорошо. Я тогда Ну, Ну, стану было бы вашим, плохо, вашим если бы о хейтером тебе не личным. говорили. а? Стану вашим личным хейтером. Еще раз, Да, уже не получится. Уже еще не раз. получится, стану хейтером твоим личным. Уже есть. Это я. Это ты, да? Это я. Ладно, я пошел. Давай, мы сами поговорим. Водичка, главное, не забудь. Еще комната зачем стоит? А что у тебя там налито? У меня алоэ вера. Кратом? Кратом. А что такое кратом, я, кстати, не знаю. Это типа порошок, когда ты избавляешься от наркотических зависимостей. М? Нет. Это типа, там, ну как, где наркотики, ну короче, это типа Наркотики пьют, это зло. какая-то, да, Никогда в наркотики своей зло. жизни не употреблял наркотики, никому не советую. Абсолютно нет, ребят. Ну так Не вот, употребляйте такое. кратом это какая-то, в общем, штука, которая, я даже не понимаю, но она продается в вечерках у нас. Типа. Я не Я, понимаю, кстати, почему. видел аппараты с кратомом, и мне всегда было интересно, что это такое. Я не особо понимаю. Я знаю, что от него якобы... Это как будто энергетик, типа, Мгм. как будто порошок с энергетиком, как бустятся вот люди. Мгм. Как я понимаю. А можешь открыть, что такое кратом? Звучит как средство какое-то, химия для дома.
Химия для дома Закрой, Заливают. кратом. пожалуйста, что такое кратом? Вдруг люди Для тоже не раковины знают. средства. Да-да-да, заливают, которые в трубы. Да. Объясните нам, что такое И кратом. кратом. Мы живем, блядь, в Напишите в Европе. комментариях. Так а чё, борьба с хейтом у вас, в Вот. принципе, она как-то происходит, эта борьба? Или вы Борьба с такие, хейтом, типа, ну, есть и смотри, есть? есть очень много там, к примеру, у людей критики после какой-то вечеринки, что что-то пошло не так. Или, к примеру, как вчера, да? Слушай, Вот. мне кажется, и хорошо, что не было прям в начале много людей, типа. Ну, как обычно, да. Ну Поэтому люди да, приходите к 11, и все будет хорошо в вашей не к жизни. 12, Не, пусть лучше к к 11. 11. Да. Ну да. Вообще, прикольная система то, что вообще вот к 12 именно набирается как будто бы Мгм. толпа. Вот так вот. Вот Просто по реально как вспышке. будто бы вот За полчаса такое все. вау. Да, Вот. это прям Да, класс. это... Но я так понимаю, что у вас в Казахстане просто люди привыкли после 12, типа, У выходить на нас улицу. просто жизнь, она такая более, знаешь, вечерняя, более ночная. У нас днем никто не выходит из дома. Ну, по крайней мере, у меня в городе, да. Особенно летом. Особенно летом. Не, вот, если брать в Казахстане, у тебя весь движ, это просто, даже если ты не идешь в клуб, если ты просто входишь в город, это 8-9 вечера. Мгм. Тут ты видишь в 10 в будний день вообще город спит весь абсолютно. Никто никуда не уходит, все дома сидят и так далее. У нас самый движ, ну, с 8 до 9 и там дальше больше. Мгм. Мгм. Прикольно. Ну Да. да, типа, иногда приходит. А как ты вот вообще относишься к тому, что люди уже бухие, типа, могут прийти на тусовки? Типа, как вы вообще контролируете? У вас есть фейс-контроль или там еще что-то? Ну, естественно, у нас есть фейс-контроль, потому что если, к примеру, мы видим, что человек в неадекватном состоянии, Мгм. ну, что не может там стоять на ногах, Кто за этим следит всю тусовку? на входе человек с охранником. Мгм. Вот. Если он видит, что, к примеру, там человек недееспособный, можно сказать, Мгм. то он зовет охранника, чтобы не Мгм. впускали человека, и просто ему объясняет, что по правилам нашего заведения как бы вам запрещено входить. Ты на тусовке, бывает, суетишься? По каким моментам это происходит? Я вообще по жизни не сучу. Не, если Не, ну брать тусовку, бывает, да, типа, естественно, вот бывают какие-то во время моменты. тусовки, типа, вот те же какие-то, ну, не факапы, а Мгм, просто, насколько я видела, постоянно приходится что-то все равно решать. Ну, как бы мгм, ты на расслабончике находишься уже после 2, типа, ночи, да, когда уже все решено, но первые 4-5 часов, сколько вы там находитесь, мгм. типа, ты как бы... Ну да, смотри, бывает очень много разных, да, моментов, если там кто-то из персонала опаздывает, нужно как-то это все заменять. Мгм. Еще бывают моменты Типа там, когда, диджеев ты имеешь в виду и вот это да, вот ну у всё? нас обычно не опаздывают, если Мгм. там, не беру диджеев, потому что, там, к примеру, других людей. Потом, что касается, на входе очень много тоже бывает проблем, Мгм. что у некоторых людей выгоняют, они хотят выходить. Я прихожу им максимально мягко объясняю, что как бы А паспорта вы спрашиваете? паспорта спрашиваем, потому что если мы видим, что человеку нет 18, то это больше от клуба зависит, или мы ему надеваем отдельный браслет, М. вот, чтобы ему не продавали алкоголь на баре. Ну Ну, да. естественно, это все можно обходить, мы это все сами Ну понимаем, это да, все но легко все обходится, равно вы да, как бы вы не несете да. ответственность, потому что вы даете четкие правила. Людям какую-то безопасность, но бывают моменты, что, к примеру, приходит один человек, очень спокойный, но ты по человеку просто не скажешь, что он может там что-то сделать. И просто появляются моменты, где ситуация просто, ну, становится неуправляемой. Мгм, мгм, И вот, поэтому нам, к примеру, ну, нас очень много людей критикуют, что вот как вы можете этих людей впускать, там он или тот устраивает драки. мгм, Но на входе он приходит, ты не скажешь просто это по нему. мгм. И мы не можем по лицу как-то определять Ну людей, смогут да. ли они это сделать или нет. Ну да, вы же не Потому что можете, типа, люди покажи видео, когда ты пьяный. пьяны, Такого не да-да-да. Потому что люди, они когда приходят, они одни, но под воздействием алкоголя там вообще все по-другому Ну, становится. бывает, да, Да. такое. Типа, все мы Вот. знаем, как люди умеют белочки ловить, поэтому как Да, бы я некоторые, да, считаю, что... умеют. Ну И вот, вот. да, типа, И это, к сожалению, вот. и тоже из-за этого же много, да, бывает возмущений Очень, да, очень иногда. много возмущения, но тем не менее мы всегда стараемся обеспечить максимальную безопасность всем гостям, Мгм. потому что мы понимаем, что под воздействием алкоголя может произойти все, что угодно. Ну да. Но вы Но, контролируете да, ситуацию. но люди должны тоже не забывать, что каждый несет ответственность за себя. Мгм. То есть, если человек, к примеру, понимает, что он пить не умеет, ну или умеет пить только в определенных, да, количествах, если он там пьет выше, то начинается белка, да, как ты сказала, Да. то лучше просто человеку себя контролировать. Телеграм-группу читаешь Борисовскую? Телеграм-группу читаю, вот, слежу. Ну, у нас есть админы, но как админы, это очень так Да, громко забавно. сказано. Это просто мои друзья, да, которые там
Сидят, тоже проверяют. Никита один из них, Реально? да. Конечно. Слежу за порядком. Но у Господи. нас есть вот злые полицейские, вот они с Нет, я хайратом. наоборот Я не добрый пон- я полицейский. типа. вообще не мне могу кажется, ты это больше злой считать. полицейский. Да? Да. Ну ладно, я Ну, буду злым ты полицейским. реально больше злой полицейский, как будто бы. Ну, ты в жизни злой человек, Никита. Я вообще-то божий одуванчик, Ок. чтобы вы знали. Не, ну вообще да. Если что, Да. могу номер телефона оставить. Хорошо. Потом, кому интересно 7-7. будет. Ну так что, ребята, Пять, если пять, вас кто-то в 8, группе 5. забанил, это Никита. Да. Все, Хорошо. да, мы вы, все вы вопросы. реально вы людей баните? Да, конечно, я баню людей, удаляю сообщения. Не гони. Я, кстати, увидела, я, короче, хотела написать, типа, это не мат, это литературное слово, да? Я очень было смешное видео, и я такая, сука! Типа, и, ну, то есть, как бы, чисто по теории, но это невозможно, типа, записать именно это слово. И смеющиеся смайлики, вот это вот, когда Сири озвучивает, типа, катаюсь по полу от смеха, вот этот вот смайлик. Мне не разрешили в комменты вам Где не раз? написать. Нам в Да, комменты? прикинь, я Капец. вот реально, я Ну, кстати, вообще... комменты, подожди, в Инстаграме это меня не касается, поэтому... Да. Вот, Ну, в не Инстаграме видишь? только я и Баут, и СММ сидит. Вот. Ну, мне кажется, у нас Запрещенные есть, слова. да, есть какой-то фильтр на запрещенные слова. Вот, я Не, ну не я считаю это смогла. правильным, потому что Мы это слово святая можно... организация. Не, вот просто это слово можно использовать в другом виде, Ну это да, будет да, не да. совсем правильно. Не, я к тому, что это прикольно, это типа круто, то, что у вас такое сделано, потому что это уже ограничивание от какого-то буллинга, да, который Мгм. сейчас модное слово есть у нас в литературном языке. Ам, Вообще классно то, что вы ограждаете как будто бы людей от вот этого вот темы. Как это называется? Как это называется? Ну, типа, чтобы не было срача Мгм. и вот этого вот всего, это на самом деле как будто бы очень Да, правильно. потому Я что прям в шоке была, у ну, в нас приятном очень смысле. вспыльчивый к миру народ, и М. любое слово может просто вспышкой быть, знаешь? А у вас много там Клево. слов, да, наверное? в Ну, этом? очень много слов там. Просто есть разница вообще понятий. Мгм, Типа, очень большая разница понятий. Мы, к примеру, тоже обсуждали, мгм. что, к примеру, у вас слово «братишка», но это очень такое хорошее слово, там, Ну, вот, близкий. А если, к примеру, незнакомый человек там мне скажет на улице «братишка», то это будет будет... конфликт, Да, да? да, это будет неправильно, потому что у нас слово «братишка» — это вообще другое значение. Мгм. Это вот как к младшему относишься, типа, знаешь, вот такое. А вы контролируете вообще как-то аудиторию? Как именно? Ну, Ну, вот, в чем именно, к примеру? ну, вообще, вот, типа, если вот, ну, я просто даже не видела, чтобы на входе были какие-то стычки, Мгм, чтобы прям кого-то там не пускали, мгм, и какой-то происходил, ну, типа, извини за выражение, мгм, потому что я просто знаю, как происходило на других тусовках, мгм. но там, типа, прям жестко. Была ситуация одна у нас, да, Да. случилась, которая, ну, как бы, все равно разняли, но у меня было ощущение, как будто они были до тусовки там. Ну, типа, реально, как Не будто бы смотри, вообще... они не были там до тусовки. Они Они, просто пришли уже. да, они пришли где-то в 10-20 примерно. Ну, Вот. И уже вот эта атмосфера, она чувствовалась немного. ну, потому что Да. это вот эти вот пристегнутые люди. Никто не обижайтесь, Люди, но пристегивайтесь есть... за рулем, но не в жизни, Есть, да. да, есть просто определенный как будто бы вид Не, ну я искусства так тоже ходил, людей. знаешь, лет в 16-17. Пристегнутый всегда был. И чё, нормально? Ну, Ты пришел сейчас к же не этому. ходишь? Не, иногда хожу. Ну, Иногда блин, ну я не всплывает. знаю, ну это, ну, не, ну, Ну это, понимаешь, не, просто ну я есть знаю. определенный вид Нет. людей, Мгм. типа, и вот их Пристегнутые. прям видно на тусовке, именно пристегнутых людей. Это вот, Просто видишь, там если какая что. проблема была, вот я тебе объясню. Я уже понимал, что атмосфера немного такая накаленная. Мгм. Интуиция подсказывала. И я сказал охране, чтобы нужно их, Смотри, да. ну, нужно их немножко Мгм. отправить домой. Если что, вернем деньги, проблем не будет. Мгм. И охранник оказался их земляк. Да, вот это была проблема, и И поэтому он они... поэтому их Нет, Нет, он кого-то там, по-моему. да. Не, ну может, может, ударил, я не знаю. Сейчас всех забаню. А Сейчас всех забаню, говорю. сейчас все забаним, да. Не, ну может, ударил. Типа, но он просто сказал мне, что вот еще одно замечание и будет выгнаны. Я такой подумал, ну окей, как бы это все на твоей ответственности, если как бы ты хочешь. Мгм. И после того, как все началось, ну, я считаю, что они все правильно сделали, потому что если брать
их было 2 охранников. Мгм. Как бы в клубе всегда стабильно на вечеринках идет 1 охранник там на 100 человек в Мгм. среднем. Это не Казахстан, где тебе нужен 1 охранник там на 30, да, человек. Мгм. Это по-другому. Здесь обычно 2-3 охранника, они всегда справляются, потому что может там быть полгода вечеринок без единой драки, без единого происшествия и все такое. А может быть какая-то вечеринка, где очень много всего произошло. Ну Поэтому да. ты никогда не предугадаешь, как это все пойдет. Естественно, Но в следующий раз мы уже будем брать больше охраны, потому что мы будем М. понимать, что есть вот такие моменты. К примеру, от того, что не было на прошлых, да, вечеринках каких-то сильных стычек или каких-то проблем, немножко Слушай, пришло ну представь, понимание. сейчас тестостероновые все поприезжали из Ах, Казахстана. Ну, то есть я здесь же в понимаю, да. Праге, типа, подуспокоились вы Мгм. уже. Ну, типа, вы Не, ну да, такие мы уже этим не little bit занимаемся. quiet, да, А. становитесь. А вот эти вот все, которые поприезжали сейчас, ну, они по факту, они очень заряжены. Ну, они, типа, Не, прям не, окей, бам-бум. смотри, они заряженные, просто там конфликт, вот это, да, если брать, он пошел не от них. Не Он, одних, да, да. он пошел от них. Если брать наших людей, да, я как бы Это не защита разделяю у скорее людей на же. нации, Ну да, как да, бы я ко всем нациям очень хорошо отношусь. Я все нации люблю абсолютно. да. Вот. Но если брать именно наших людей, они такие больше сплоченные, потому что их меньше здесь. Ну да. Как бы. Они такие более дружные. И среди казахов, естественно, бывают стычки, но их меньше, да, намного. Я Это обычно вообще на происходят тусовках у стычки. вас ни разу не видела стычек никаких. Вот Мгм. я клянусь, за год, да, получается, скоро год Да, уже, год как мы скоро Скоро уже. год, работаем. скоро год. И И будем сколько, отмечать да, годовщину. я ни разу не видела никакой такой стычки похожей, и сейчас тоже получалось вот это вот, спровоцировали не как бы не ваш народ. Вот, и вот это вот мне очень нравится, потому что я работала раньше на тусовках, где были другие национальности. Мгм. Вот, или там, допустим, просто когда много было народу и менее контроля было. Мгм. То есть меня могли там, типа, за руку как-то дернуть, типа, сфоткай нас, там, типа, или там еще что-то. То есть я не чувствовала себя прям в сильной безопасности. Мгм. И такие до сих пор тусовки, типа, есть, и я с ними не особо работаю. Мгм. Мне некомфортно там, потому что я смотрю, и я понимаю, что, ну, типа, мне неприятно. Я понимаю, что на меня кто-то может упасть в рандомный момент, и как бы вот. А у вас как будто бы из-за того, что сплоченный народ, Мгм. то если они увидят даже, то есть вам особо не приходится это контролировать, потому что если кто-то увидит, что там уже какой-то происходит уже все там на трешаке чуть-чуть Да. уже подвязывается, то как бы этого человека просто выводят и все. Ну, как будто бы Мне просто, видишь, я не очень люблю националистический весь этот вопрос. Как-то, да, разделить. националистический. Да, Не, ну я именно, тебе да, в разделять принципе нации, говорю потому то, что что как у вас на тусовке. среди всех наций есть плохие люди, есть, ну, хорошие, это Ну да. безусловно. Вот. Просто я беру большинство. Мгм. Я не говорю, что какие-то нации плохие, пусть к нам не приходят. Просто я говорю именно про казахов. Ну да, Что да, они да. в основном все сплоченные, все дружелюбные. Естественно, среди них есть очень много диких людей, Ну да. кто приходит и там всякую дичь творит, к примеру. Нет, ну у вас безопасно. Просто я к Да, тому, что у вас типа как будто бы безопасно из-за вот этого вот как будто бы разделения. ну, Вообще есть разделение аудитории у вас какое-то? разделения аудитории нет у нас, А вся таргет как аудитория. вы настраиваете? Таргет просто на Прагу настроил. И все? То Да, есть вам Прага. кто угодно может прийти? Да, к нам прийти может кто угодно. Если ты вспомни, к примеру, летние вечеринки. Да, не Ну, когда помню. все казахи уехали домой, Так. было очень много украинцев, и было все очень спокойно. Блин, кстати, да. Да, А было реально? очень Да-да-да. спокойно, вообще никаких не Да. было происшествий и все такое. Да, Просто много еще, русскоговорящих тоже. еще вот я сегодня вот общался с Никитой, Олесь сказал, что это клуб проклятый, что это проблема с ним из-за этого. А реально? Да, как будто бы. Но мне кажется, что здесь проблема в другом. Есть фактор очень большого количества людей. М, Обычно, если на вечеринку приходит 200, там, 250 человек, то вероятность стычки процентов там, ну, 10-20. мгм, Но когда приходит больше 300 человек, где вот огромное скопление людей, вероятность увеличивается. мгм, Я просто не знаю, как это работает. мгм. Но все вечеринки, где было очень много людей, что-то происходило. Блин, Ну, просто интересно. по теории вероятности. Если у Ну тебя да, по будет теории тысяча, вероятности. тысяча пьяных людей в одном месте, то, ну, Ну они да. по-любому подерутся. Да. Рано или Не, ну поздно. хорошо, да, но смотри, сейчас вы набираете обороты, Мгм. вы начинаете искать уже клубы на более большую аудиторию, да, там.
что делать тогда с этим? Как защищаться от этого? Ну, здесь я вижу только единственный шаг — это усиливать безопасность. Чтобы Мгм. предотвращать, это еще на ранних стадиях. Ходите на бары, Борис, безопасная тусовка в Праге. чик, да. Самая безопасная тусовка в Да. Европе. Да. Хочу подвести к концу. Мне Мгм. остался один вопрос, очень важный. В чем сила, брат? В чем сила? В омах, да? Омах. Да. Да, в чем сила, брат? В чем сила, брат? Ну, я считаю, ну, можно сказать смешно, можно сказать не смешно, как хочешь. Ну давай и так. Итак, хорошо. Давай Если сначала смешно. смешно, Да. в омах, Это что значит? физика, салам алейкум. Не только с математикой все Да. плохо, видимо. Физика, салам алейкум сразу. Нет, ну как по мне, сила высказанности в любом Алло. случае. Преподаватель. Научите меня, да, на что такое закон Ома. Можно хотя бы проценты выучить, как считать? Вот. Не, ну я считаю, что сила в искренности в любом случае. Если ты что-то делаешь с искренностью, в любом случае это свои плоды принесет. Мгм. Если, ну, что бы ты ни делал вообще в жизни, если это все делается искренностью, если ты с искренностью, ну, относишься плохо к человеку, это намного лучше, чем ты будешь к нему как-то относиться хорошо, но не искренне. Мгм, мгм, Поэтому мгм. я считаю, что сила в искренности. Ну и в правде же есть, да. Вот. Да. Что-то, может, мы не затронули, у нас есть еще немного времени. Что Да. хочется? Оказавшись перед бабишем, что ты ему Оказавшись скажешь? перед... Не, ну Это не именно мой насчет президент. тусовок. Вот, Насчет может, у тебя тусовок. типа есть люди, которые бы у тебя вообще вот спрашивали, да, там Мгм. какие-то там типа вопросы, связанные с тусовками. Как бы, ну, понятное дело, что мы не можем. а, Я, короче, перед своей, да, аудиторией, я сразу же к Даурену пришла, я хотела задавать тут каверзные вопросы какие-то, но Даурен сказал, я не могу Ой, открывать начинается. все карты, да, но мы чуть-чуть хотя бы приоткрыли вам то, что могли, то, что как бы позволительно. О тусовках, если вдруг у вас остались вопросы, это все в личку, пожалуйста, к Барысам. Вот. Ответим обязательно. А? Ответим обязательно. Вы можете в телеграм-группу Я писать. Сабине Да. попрошу. Да нет, нет. Ай, ладно. Очень позитивная, на самом деле, вообще организация у вас Мгм. получилась. Я очень рада стать частью этой организации Мы как вашей. рады. Вот. Вот. Ой, да. Не, просто видишь, что бы я хотел сказать, ну, есть, ну, люди не понимают вообще, для чего это все создано. Если Для брать чего? так глобально, потому что люди думают, вот, приезжают а-ля студенты, они идут, там, пьют и так далее, вместо там того, чтобы учиться или еще что-то. Но я на все это смотрю вообще по-другому. Что, ну, в любом случае, каждому человеку нужен отдых. Мгм. И то, что некоторые люди отдыхать не умеют, как бы, это, ну, не наши проблемы. Ну, наша вечеринка для людей, которые умеют отдыхать. Ну, кто пришел, отдохнул, к примеру, там, отвлекся от учебы, и, ну, вернулся там к учебе, к своим делам, и, ну, продолжил как бы жить дальше. Мы не Мгм. говорим там, чтобы люди там жили в клубах и так далее. Естественно, ну, каждый человек должен как-то развиваться. Это очень хорошая социализация в первую Да, это очередь, очень хорошее, для да, вот в плане связи, этого. для вообще коммуникации, Мгм. особенно вот для студентов. Я считаю, то есть у меня все связи, которые есть за 7 лет, это все какие-то вот такие вот Ну да, это с мероприятия. другой стороны нетворкинг, потому что ты Да. можешь там познакомиться. Ну, там очень много человек. Вот представь, 250 человек, и кто-то же в любом случае тебе может быть как-то полезен. Мгм. Вот это в любом случае какие-то новые знакомства. Потому что люди думают, что это там драки, какие-то стычки, еще что-то. Можно прийти, отдохнуть хорошо, прийти домой, лечь спать, и все с тобой будет хорошо и Мгм. безопасно. Да, можно не пить. Да, но можно не пить. Можешь просто прийти с людьми пообщаться. Да, 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 да. Но можно как Никто минимум, прийти. насильно типа, не это вообще заставляет. очень хорошая Никто не социализация, заставляет вот тебя прийти на тусовки. входе, что ты там должен выпить там, ну, 6 Ну, конечно. шотов текилы, да? Да. Только меня заставляют. Да, но только Никиту заставляем, и все. Ну, потому что никто из нас не пьет. Вчера просто Даурен такой, ну выпей глоточек шампанского, блин. Но для настроения просто я понимаю, что Не, надо. ну как бы да, для Да. тусовки, наверное, может быть. Ну, еще просто сам не особо пью, поэтому. Да? Да, Окей. вот. Как бы я против А, алкоголя вообще. И поэтому люди могут приходить, они могут просто прийти потанцевать. Ну Не да. Так пить а ты не вообще. можешь, типа, особо же пить, потому что идет постоянный контроль ситуации, Да. как бы, и И поэтому... нужно быть тоже как бы в сознании. Да, это очевидные вещи, конечно, ты говоришь. Очень Поэтому... очевидно, да. Вот. Поэтому да. Я Поэтому хочется сказать надеюсь... всем людям, чтобы
Они, самое главное, умели пить, были абсолютно неконфликтными. Если были какие-то конфликты, то решали Да. их вне. И Потому чтобы что люди клуб шли на это не место риски. для конфликтов, что все абсолютно все можно всегда решить словами. Я как бы больше за дипломатию, вот, чтобы все решалось словами. Ну да. Желательно на улице. Желательно на улице, да, Да, да. вот, Блин, чтобы классно. все было дипломатично, потому что от драки еще никому хорошо не было в этой Да. жизни. А еще идите на риски. Если это оправдано, то я считаю, что все равно стоит попробовать, чем не попробовать. Так же, Я как с согласен. подкастом. С подкастом, да. Оформляйте подписочку на канал, Да. Ставьте ставьте лайки, колокольчики. комментарии, колокольчики. Да. Блин, я буду очень рада вашей поддержке, ребят. Вообще очень Ребят, хочется да. попросить о поддержке, потому что это что-то такое новое, что-то необузданное. Я надеюсь, что мы не говорили нудно, максимально попытались быть открытыми, честными. Ну да, это мой первый опыт, Вот. поэтому не следите строго. Ребят, Да. все на Машу подписывайтесь. Очень хороший человек. Я стараюсь Давайте все что-то поддержим делать, ее, да, да. в ее начинаниях. Да, стараюсь Вот. что-то делать для вас, попыталась сделать что-то такое интересное, какой-то хороший Мгм. продукт, где можно вдохновить людей на то, чтобы как бы не бояться что-то делать, не бояться пробовать. То есть у вас это вообще случайность. У меня моя жизнь вообще полная случайность, как будто бы тоже. Я просто за Да. то, что у творчества, Мгм. у развития какого-либо нет нации. Нет национальности, нет понимания народа и так далее. Есть то, что ты делаешь, есть то, во что ты веришь, и есть понимание того, что ты хочешь добиться и чего ты хочешь принести в этот мир, что ты людям хочешь донести в первую очередь. Если это какая-то твоя мысль, поддерживаемая хотя бы одним еще человеком, Мгм. это уже значит, что ты идешь в правильном направлении. А вас поддерживает сейчас на тусовках 300 и больше человек. Да. Это очень много людей. Это большой успех, я считаю. И я в восторге. Это прям круто. Вот. Не, ну я тоже в восторге очень сильно, потому что каждый любой положительный фидбэк для нас очень важен. Да, да. Вот. Каждый человек, кто нам пишет, что вот там была классная вечеринка, все такое, хоть мы это слышали миллион раз, каждый раз я читаю, каждый раз как первый раз. Да, Но я приятно. очень люблю, ну, все комплименты, естественно, поэтому... Нарциссы! Нет, нет, Это я с фейков, если что, написываю. я знаю, брат. Спасибо тебе большое за это. Сколько у тебя там мета-аккаунтов? 50? Да? 300 Да. человек, которые ходят, это все его фейк-аккаунты. Да, это Это все я. все абсолютно А, фейк-аккаунты. Блин, это, конечно, круто. Да. Да, вот И вот. именно словесная даже какая-то поддержка. Ну, ты представь, человек выделил Она очень время, сильно да. мотивирует, знаешь. Она очень сильно Она очень сильно мотивирует. Это мотивирует. прям очень... Даже то, что мы здесь сегодня Все собрались, собрались. это благодаря Благодаря. просто людям. То, что... Ну вот, все мне тоже сказали, типа, донаты, не донаты, как это вообще работает. Я говорю, ребят, набралась четкая сумма. Вот, типа, у нас был вклад от одного человека, половина, и еще чуть-чуть больше, чем Мгм. половины скинули люди вот так вот по сотке, по 200 крон, 500 Да. кто-то скинул. Вам огромное спасибо, вы, блядь, святые просто, Ну я да, не вот у знаю. нас вернемся к вечеринкам. Мгм. У нас вот тоже на начальном этапе была очень сильная поддержка от Red Panda. Вот, Red Panda да, Red вообще. Panda топ. Так они не только поддерживают, ну, типа, людей вот так вот тусовки, Мгм. они поддерживают, в принципе, там, с визовыми вопросами, с документацией какой-то. Вообще там денег не хватает на карту положить, все там, типа, для справки для банка. Вот вам справка для банка. Еще какие-то вопросы, переводы. Мгм. Вот прям Red Panda в самое Нет, сердце. да, Спасибо это вам прям сердце. огромное. Блин, ну, Да. Red Panda Не, ну Red это Panda очень классно. большой вклад сделали. На самом деле, вообще, мне кажется, в развитие студентов Red Panda делала большие Огромный вклады. вклад. Да, я Не, ну я Red считаю, Panda знаю это... 7 лет, наверное, Ну, уже. я считаю, Или что это 6. топ-1 сейчас на рынке. Вообще в плане страховок, в плане визовой поддержки, любой абсолютной. Вот. Но я просто у них не вижу никаких, да, ну, конкурентов сейчас, кто бы мог хотя бы похожие услуги для людей. У них просто Ну, столько всего для очень людей, много, да, и у да, них да. очень хорошее обслуживание, вот именно с Вот этих планов. у них идет еще и поток, знаешь, такой, Мгм. и вот даже если точки зрения маркетинга тоже Мгм. посмотреть, то они как будто бы пытаются еще людям дать полезность, какую-то полезную информацию. Помимо того, что они помогают там с документами, страховками и переводами, вообще всем-всем-всем-всем-всем, подачей на визу даже,
Они еще и в Инстаграме выкладывают какие-то Интересные прикольные, места, да, и интересные видео. места, куда сходить, что там будет, что там было, какая зима здесь, что в комментариях тоже бывают Мгм. разные обсуждения, и это прям, да. Не, вообще прям молодцы. Да, Прям топчик. обращайтесь к Red Мне Panda. кажется, слово Red Panda было использовано чаще, чем Борис за сегодняшний подкаст. На тусовку Борис подписывайтесь, пожалуйста, все приходите, мы вас все будем рады ждать и слышать ваше мнение по поводу тусовки, по поводу подкаста. Вот, все, наверное. Спасибо Да. тебе, Даурен, Тебе спасибо большое, вот. Я вообще в шоке, как это все прошло быстро. Это мне очень было приятно пообщаться тоже. так. Это очень большой вклад для меня. Первый такой прям значительный. Но это больше, знаешь, не как подкаст был, ну, потому что очень хорошо знаем друг друга. Да. Это да. как такое. Мы уже История. легенды. Всё. Надеюсь. Спасибо, Нет, то что самое пришли ко мне на главное, подкаст. легенда это кто остался за кадром. Кто остался за кадром? Самый Да. загадочный голос Блин, этого ты прикинь? подкаста. Ребят, напишите, кто такой Никита. Кстати. Конкурс. Да, реально, на Борисе те, кто придут, давай разыграем, может, бутылку шампанского Да или без какого-то проблем. Я алкоголя думал, вы меня того, кто разыгрывать действительно собрались. подойдет и поймет, кто такой, типа, Никита. Но это не из может быть, знакомых. да, А. Не из знакомых, а знакомых. типа вот те, которые новые приехали сейчас. Ну, я думаю, мы, Давай. типа, узнаем людей. Если, к примеру, кто-то к нему подойдет, кто... Да, именно да. вот кого ты не знаешь, там, и скажет, вот мы из подкаста, типа, Да. угадали, это же ты, Никита, типа, вот тогда, да, человек А выиграет он такой, нет. бутылку. И дальше... Не, ну давай Вот. реально. Ты знаешь, что тут есть? Сколько это будет, да? А у меня такого нет. А что там такое? Буква Z. Запрещенная вещь. М. Не, ну у меня может потому что обычная кола, не знаю, может из-за этого. А это чисто, ну, моя темка, Это чисто да? твоя тема, почему-то только ей досталось. Такая О, кола. боже мой. Это прикинь еще прямым. Этот имеется в виду крупным планом в кадр. Да. О, И- боже мой, меня вообще в И на весь Украину больше подкаст не просто пустят. крупным планом это. И мы так на фоне чисто разговаривать будем.